Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Ну хватит. Опусти ружье. Ты же не убийца. А то, что со студентом произошло, так мы разберемся. Не стрелять! Как же, вы разберетесь. Спокойно. Я знаю, ты защищался. Разберемся. А вот и Яков Платоныч. Примите мои поздравления. Быстро вы его поймали. Ну, а как по-другому? Ну-с, прошу любить и жаловать. Илья Петрович Уваков, чиновник для особых поручений сыскной части Санкт-Петербургской городской полиции. Илья Петрович прибыл в Сатонск, чтобы помочь нам в расследовании убийства. Ну, здравствуй, Илья Петрович. Давненько не виделись. Да уж, много воды утекло. Нам с Яковом Платоновичем довелось вместе работать в Петербурге. Дела давно минувших дней. Ну, а к нам какими судьбами? По вашему запросу, студент ваш проходит у нас по делу некого Мореля. Ну вот, я вот здесь вот еще подправлю немного. И завтра пожалуйте на последнюю примерочку. А по-моему, чудесно получилось. А тебе как, Анушка? Ну и куда мне в этом? Ну я же на куклу похожа. Ну как куда? Вскоре большой прием. У генерала Савельева нужно быть во всей красе. Кому нужно? Тебе нужно. Не вечно же в девице ходить. Ой, мама. Почему вы всегда об одном? Дорогая моя, ну это же самое главное. Пули тоже надо смазать. Что вы сказали? Я говорю, пули надо смазать. Для меньшей освинцовки ствола. Да они центруются после этого лучше. А откуда такие познания? Я на войне был. На Крымской. Где был разжалован в рядовые за дуэль? Это британский бульдог второй модели. Был разработан через 5 лет после окончания Крымской войны. А вы такие тонкости знаете? С чего бы? Ремесло обязывает. Я оружие подчиняю, стрельбе обучаю. Мне полагается знать все об оружии. А почему же тогда не стали добиваться возвращения звания? Уехали в глушь. Живете как простой лесник? А мне такая жизнь по нраву. С природой как-то все понятней, чем с людьми. Природа, она ведь не обманывает. А может, обиду затаили на весь мир? За судьбу свою сломанную? Да бросьте ваши тонкие подходы. Я убил. Чего вам еще надобно? Ну, хорошо. Рассказывайте, как все было. Да как все было? Шел я ночью к домику. Вижу, стоит кто-то, целится в меня из револьвера. Вот я и выстрелил. Из чего? Из револьвера.
А где револьвер? В речку выбросил. Да и вообще не знает его студента. И не знаю, почему он в меня целился. Может, спутал с кем-то? Определенно. Покойный студент должен был убить кого-то из Елагиных. Что думаете? Вы давно знаете эту семью. Да. Я давно знаю семью. Только я в их дела не лезу. Я у них егерь, а не стряпчий. Так, значит, шли вы от деревни. Нет. По тропинке от Елагиных. А из какого револьвера стреляли? Кольт. 53-го года. Сколько раз? 1. А мне больше не требуется. А он? Что он? Упал, значит, и... Упал. Но только успел пальнуть в ответ. Сколько раз? 1. Куда ему больше? Это платье великолепно. Пожалуй, тебе стоит обновить гардероб. Анна, поторопись. Анна. Анна, что с тобой? Ты здорова? Да, я просто задумалась. Ну, тогда, может быть, поедем? Ой, я же забыла совсем. Я же Коробейникову обещала помочь с переводом. Ой, так некрасиво получается. Наверное, заждался меня уже совсем. В общем, я ненадолго. И к ужину обязательно вернусь. Анна! К ужину вернусь. Анна! Трогай! Ну вот, и родимый дом. Да, жаль. Торжественной встречи не будет. Увы. О! О! Держи, братец. Держи. Выпей за меня. Благодарствуйте, барин. Шел! Может, вернемся? Нагулялись уже. Холодно нынче. Остудил голову-то. Теперь можем и поговорить. Да, маменька, дома оно как-то уютнее. Коли разговор серьезный, так нам уют домашний лишь помеха. Выкладывай. Полюбил я маменьку. Всем сердцем. Я жениться хочу. Ах, вот оно что. Жениться. Завел, значит, голубок себе зазнобы заради утех тайных. А она в дом проситься стала, так? Да на таких не женится, пойми ты, дурень! Маменька, это я так решил. Это я хочу, чтобы она в дом пошла, как жена моя законная. И знать ничего не хочу. Голову она тебе морочит. Душа твоя наивная. А может, просто забавляется. Маме. Скорее, с умыслом каким. Нет, нет, это не так. Бордель устроил в домике охотничьем. Там опять смерть хороводит. Хочешь беду на нас навлечь? Маменька, я его не убивал. Я у Гусятникова был, вы же знаете. Я знаю. Знаю. Ты хороший мальчик, послушный. Думаешь, она тебя любит? Да любая босячка за тобой на пузе поползет, за богатством твоим. Сынок. Маменька, да у меня жизни без нее нет. Ну, дозвольте мне жениться.
Якобы девица порядочная была, а это? Не дорожит она честью девичьей. Сколько у нее до тебя было? Нет, маменька, она не такая. А какая? Такая. Маменька, я не переживу, если вы не примете Дашу. Я из дома уйду. Смерть отца пережил? Стало быть, и остальное переживешь. Или хочешь мать в могилу свести? В критической жизненной ситуации мы столкнулись с несколькими случаями убийств, которые совершали люди весьма далекие от преступного мира. Но их всех объединяло то, что они оказались в критических жизненных обстоятельствах, и все обращались за помощью к Морелю. Да, ну почему Затонск? Ваш студент, он не исключение. Мы обнаружили его расписку в конторе Мореля. И когда от вас пришел запрос, я понял, необходимо ехать в Затонск. Морель поставил это дело на поток? Именно. Он приобрел известность и клиентуру в определенных кругах и создал своего рода агентство убийств. Кто же он, этот Морель? Авантюрист. Человек без морали и чести. Задержать его, к сожалению, не удалось. Скрылся. Да, но почему жертвой должен был стать кто-то из Елагиных? Один из братьев, Владимир, он в последнее время брал у Мореля крупные суммы. Значит, в городе должен находиться еще кто-то из людей Мореля. Из чего же это следует? Домохозяйка студента вот это. Я думаю, подчищают следы. Убийца забрал документы, только не знал, что студент отдал накануне белье в стирку. И по меткам мы установили его имя. По нашим данным, Морель приехал в Затонск лично. И я рассчитываю здесь его взять. Ну, разумеется, с вашей помощью. Прошу простить. Яков Платоныч, Владимира Елагина видели в Затонске. Сейчас как вроде у матери своей в имении. Антон Андреевич, вы ждите в управлении, а мы к Елагиным проведаемся. Здравствуйте. Меня зовут Анна, я дочь адвоката Миронова. И по поручению начальника полиции, господина Артюхина, я должна тайно осмотреть комнату вашего нового постояльца. Я надеюсь, вы понимаете меня, да? Тайно. Я не могу. Не можете. Ну, хорошо. Я тогда сообщу господину Артюхину, что вы отказались оказать помощь следствию. Да, и, вероятно, вас лишат патента. Как же это? Что же это? Перестаньте вы охать. Ваш постоялец – государственный преступник. Господи, такой приличный господин с виду. Да и остановился всего на сутки. Ключ от комнаты. На 5 минут.
господин Морель. Зачем ты здесь? И вам доброго здравия, матушка. Ну не надо бы так, он же брат мой все-таки. Твой отец застрелился из-за него. Из-за твоего брата. О чем вы, маменька? О чем я? О том, что не отец твой стрелял на той охоте, а вот он. Почудилась ему дичь в кустах. Потому как сильно пьян был. Не мог дитят кабана отличить. Отец всю вину на себя взял. Сказал, будто случайно пальнул. Померещилось, мол, что-то. А потом и сам застрелился, не выдержал. А Володька уже начал требовать свою долю наследства. Узнал, что брату-то младшему все досталось. Грозился даже убить тебя. Вот потому я из дому его и выгнала. Как ты мог? В охотничьем домике это я его нашел. Он в луже крови лежал. Да мне 16 лет всего было. Да ты представляешь, каково это? Ты представляешь? Ты зачем вернулся, а? Зачем ты все нарушил? Я стала забывать этот кошмар! Владимир Семенович, я же наказывал вам не покидать Петербург. Анна Викторовна, здрасте. Какими судьбами? Добрый день, Антон Андреевич. У меня срочное сообщение для Штольмана. А где он? Он уехал срочно, но он скоро вернется, наверное. Хотите подождать? Может, водички? Я видела очень подозрительного господина. Я убеждена, что он причастен к недавнему убийству. Почему вы так считаете? Просто знаю. Поверьте мне, кажется, его зовут Морель. Морель? Уваков тоже говорил про Мореля, он и охотится за ним. Нужно торопиться, пока не произошло непоправимое. Так. Вот, это его адрес. Может, все-таки дождемся господина Штольмана? Антон Андреевич, вы что, не понимаете, что речь идет об убийстве? Надо немедленно задержать этого господина. А вы что, вы следили за ним? Так, мы идем, Антон Андреевич? А что, если нам, дождаться все-таки Штольмана? В управлении сейчас нет ни одного свободного городового. Вы, Антон Андреевич, может, боитесь? Что вы такое говорите, Анна Викторовна? Из ваших уст слышать это обидно очень. Любезный Антон Андреевич, я не хотела вас обидеть. Провели время. Аккуратно, аккуратно. А теперь домой. Сегодня надо все закончить, Даниэль. Последний шанс. Полиция идет по пятам. Надо уезжать. Слышь, что я говорю? Даниэль. Надо уезжать. Срочно. Слышу, не глухая. И довольна называть меня Даниэлем. Хорошо. Тогда расскажи мне, почему сорвалась акция? Кто убил студента? Почему Алексей Елагин еще жив? Я все сделала как надо.
Свела обоих в одном месте и в одно время. Студента поджидала на дороге. Но не дождалась. А что там произошло, не знаю. Следов каких студент не оставил? Все почистила. Хозяйка квартиры попила чай и заснула вечным сном. Документы студента сгорели в печке. Все. А я выхожу из игры. Я так и знал. Догадывался, что ты ведешь какую-то свою партию. Поэтому все пошло не по плану. Я хотел тебе только напомнить, что из моей игры живыми не уходят. А ты меня не пугай. Я с тобой никуда не поеду. У меня теперь свой интерес имеется. Думаешь, весь куш себе оставить? Унесешь ли, душонка мещанская? Унесу. Надоело мне от тебя подачки получать и стелиться под тобой. Я лучше ворчонка этого Елагина женю на себе, и он мне все свое богатство под ноги сам принесет. Нужна ты этому борчонку. Тебе, что ли, нужна? Ты только умеешь, что пользоваться людьми. Я думал, у нас любовь. Может, и была любовь, пока я не прозрела и не поняла, что с тобой у меня только пустота и тьма на душе, а впереди только смерть. У нас у всех впереди смерть. Не обманывай себя. Не будешь ты елагинской невестой, мать его не позволит. Невестой? Может, и не буду. Зато содержание получу пожизненно. Потому как ребенка его ношу. Тогда выпьем за твоего ребенка и его будущее. Ну, напрасно это все, господа следователи, да? Ну, не был я в домике в ту ночь. А где были? В Гусятниково я был, я же говорил вам уже. Да, вечером вы приехали к Гусятникову и были у него до утра. Но всю ночь вас не видела ни одна живая душа. Ну, так я спал. Я спал в гостевой комнате. Выпили мы изрядно. Ну, может так, а может нет. Приехали вы к Гусятникову верхом. Также ночью могли проскакать 10 верст охотничьего домика
И вернуться никем не замечен. Чушь, чушь. Лошадь всю ночь постояла в конюшне. И этого тоже никто не может подтвердить. А вот застрелен был студент из револьвера той же марки, что мы нашли у вас. И стреляли вы из него. По нагару видно. Да, мы стреляли по бутылкам. В Гусятниково. А это тоже не доказывает то, что вы не стреляли в студента. Все против вас, Алексей Семенович. Может, не стоит отпираться? Пока ничто не доказывает того, что в погибшего стрелял Алексей. Увидите. Следующий. Что ж, Владимир Семенович, еще раз повторю свой недавний вопрос. Что вас связывает с господином Морелем? Понимаете, тут такое дело, я задолжал Морелю крупную сумму, оставил ему кучу векселей, расписок всяких, на сумму гораздо большую. Подумал, что надурил Мореля. Наследства у меня никакого нет. Вы действительно считали, что Морель так наивен? Да. Да. Но потом я в последний раз все-таки посмотрел, что там в этих бумагах. Проценты. Проценты. Только за 1 год мой долг вырос в 10 раз. Ну, я, правда, подумал, что, мол, черт с ним. Денег у меня не было и не будет. Что же вас заставило приехать в Затонск? Я же предупреждал вас. Не уезжайте из Петербурга. Брата оставьте у себя, пожалуйста. Пусть у вас сидит. Умоляю вас. Довольно странная просьба, однако. У вас просто безопаснее. Алексею грозит опасность. Поэтому вы здесь? Понимаете, Морель как-то сказал, что ему все равно, с кого получать долг, с меня или с брата. Я только потом понял, что он собирается погубить Алексея. А все наследство, которое мне причитается по закону, забрать себе за долги. А почему отец лишил вас наследства? Это сугубо семейное дело, не имеющее касательства... Отец взял вину на себя за то убийство на охоте. Он ждал, что я приду к нему с покаянием. К нему и к родителям девочки той. Я не пришел. Выходит, Виктор Иванович, и вы об этом не знали? Нет. Но тюрьма не грозила ни вам, ни отцу. Дело-то было улажено. Отец ждал, что то у меня совесть проснется. Не дождался, он сам стоял на коленях перед родителями девочки погибшей. А потом, не знаю, то ли не выдержав молвы людской, то ли скорее от стыда за меня, за то, что сын у него без души и без сердца вырос. Застрелил. А кто убил студента? Я не знаю. Я правда, я не знаю. Я узнал об этом здесь, в Затонске, я не знаю. Теперь, когда у нас есть главный свидетель, определенно, господин Морель отправится на каторгу. Осталось только его поймать. Увидите. А где Коробейников? Коробейников с Анной Мироновной в спешном кварталу были. Что ж ты раньше не сказал? Вы не спрашивали. Поехали быстро. Скорее бы штурман приехал. Как он узнает, где мы?
Вы арестованы. За что? Не приближайтесь. Я буду стрелять. Я предупреждаю. Извольте. Я вашей власти. У кого оружие в руках, тот хозяин положения. На дворы проходы! Вон в квартиру! Есть! Господин Морель, вы арестованы. Взять. Яков Платоныч, вы с нами? Езжайте без меня, я пешком пройдусь. Трогай. Вы что, с ума сошли? Вы понимаете, что подвергли опасности не только свою жизнь, но и жизнь Анны Викторовны? Я хотел как лучше. Вас не было. Я вышвырну вас из полиции. Яков Платоныч. Извольте точно исполнять мои указания. Если я вам сказал ждать в управлении, нужно ждать в управлении. Анна Викторовна прибежала, сказала Мария. Зачем вы ее с собой потащили? Она что, слушает кого? Нарекание вам на первый раз. В следующий раз уволю. Странно, я не видел, как она уходила. Я внимательно осмотрел и следов насилия не нашел. Полагаю, она была просто отравлена. Тело, однако, нашли под кроватью, и она явно не сама туда забралась. Выглядело все так, будто ее туда затолкали уже мертвую. А смысл? Я не вижу в этом логики. Ненависть. Там было 2 бокала, и Морель явно ее перехитрил. Наблюдал ее агонию, а потом наказал ее. Демонстрация власти. Если все так, как вы говорите, Яков Платоныч, то мир просто сошел с ума. Нец плюс ультра. Дальше некуда. Анна, мы должны серьезно поговорить о том, что произошло вчера. Простите, я заставила вас волноваться. Простите, это слишком просто. Ты должна пообещать нам… Я обещаю. Свежо предание. Анна, пойми, это не шутки. Записка из полиции для Виктора Ивановича. Как адвокату семьи Елагиных, вам надлежит явиться в полицейское управление сегодня же в полдень. Начальник сыскного отдела полиции Штольман. Прошу прощения. Дела. Ну, конечно, Елагина. Уже и не до дочери, если Елагина. Я ее адвокат. Ты не забыла? Благодарю вас за помощь, Яков Платоныч. Приятно было с вами снова поработать.
Милости просим, Илья Петрович. Мне искренне жаль, что ваша карьера в Петербурге была так внезапно прервана. Вижу, хватку вы не потеряли. Лихо, Мореля, раскрутили. Да что уж. Да, благодаря вам мы получили его признание в убийстве Дарьи, хотя кто бы мог подумать, что такой подонок способен потерять самообладание от ревности. Не смог он смириться с тем, что его женщина вышла из-под его власти. Видно такой характер. Прощайте. Яков Платоныч, в Петербург-то не тянет? Скучно здесь, поди. Да нет, Илья Петрович, не тянет. Мне здешняя неспешность милее столичной суеты. Ну, тогда прощайте. Пора в путь, господин Морель. Спешу порадовать, до Петербурга вы поедете совершенно бесплатно. Как говорится, за казенный счет. А вот за убийство Дарьи Климовой придется заплатить сполна. Свидетелей хватает. У меня было помутнение рассудка от ревности. Судья меня оправдает. Ну что ж, посмотрим. Милейший, трогай. Софья Николаевна, ваш сын признался в убийстве. Как? Не может быть. Он оговорил себя. Признался под тяжестью улик, алиби у него нет. А студент был убит из его револьвера, так что все против вашего сына. Да ведь признался же егерь. А вот это самооговор. Он не знает всех обстоятельств. Не мог Алексей убить. Не мог. Да и зачем ему? Это егерь. Он же сознался, во всем сознался. Яков Платоныч, а какие основания для подобного заявления? Приведите егеря. Слушаюсь. Так а почему вы не в участке, Антон Андреевич? Я так понимаю, там ведь сегодня заключительный акт вчерашней трагедии? Да там без меня полный зал. Аншлаг. К тому же Штольман дал мне выходной. Ох, а я бы послушала. Анна Викторовна, там вчера у Мореля я не то чтобы струсил, но не подумайте. Антон Андреевич, а пригласите меня куда-нибудь? У вас же выходной сегодня. Да сколько можно повторять? Случайно получилось. Ну, я в темноте-то не разобрал, кто там. Вижу, целится. Но я и выстрелил. А откуда вы подошли к домику? Со стороны деревни? Нет. От Елагиных. Отпустите его. Он не виновен. Спасибо тебе за верность, Ермолай. Да мне-то за что? Мне, Софья, к невзгодам не привыкать. Все угадал Ермолай. Все вычислил. А ведь он знал, какой у вас револьвер. А то, что стреляли вы один раз, просто угадал. Ошибся только в одном. С какой стороны вы к домику подошли. Я ему подсказал, что со стороны деревни, а он подумал и возразил, говорит, со стороны вашего дома. Не угадал. А вы почему подошли со стороны деревни? Там окно с той стороны. Я хотела посмотреть, не горит ли свет. Расскажите все по порядку. Записку я получила. Про свидание сына моего, Алексея.
А записку эту написала Даша, сообщница Мореля. Она хотела выйти замуж за Алексея, войти в богатую семью и избавиться от своего любовника Мореля. Понимая, что согласие госпожи Елагиной на брак с Алексеем ей не получить, она подстроила все так, что на место встречи со студентом явилась именно Софья Николаевна, а не Алексей, который был запланированной жертвой. Продолжайте, Софья Николаевна. Я тогда решила застать их обоих врасплох. Накинула я, значит, плащ с капюшоном, чтобы не узнал никто. И пошла к охотничьему домику. Револьвер с собой прихватила, что от мужа остался. Ночь, лес, мало ли что. А говорили, что револьвер в речку выбросили? Солгала я. Уж не обессудьте. Темно было, холодно. Я к домику подошла. А в 10 шагах увидела человека с револьвером на изготовку. Он выстрелил. Слава Богу. Невольно получилось. Не хотела я его убивать. Меня муж учил из револьвера стрелять. Любимая была его игрушка. Рука у вас верная, ничего не скажешь. Прямо в сердце попали? Обращаю ваше внимание, что имеет случай самозащиты при непосредственной угрозе жизни. Мудрено уж больно. Чем сложнее затея, тем меньше шансов на успех. Так на этот случай у Дарьи другой план был? Беременна она была от Алексея. И могла рассчитывать на приличное содержание. Беременна? Да. Откуда вам это известно? Она в сердцах рассказала об этом Морелю. Виктор Иванович, как бы то ни было, прошу вас, помогите Софье Николаевне изложить все рассказанное на бумаге и оформить соответствующим образом. Не сочтите за труд. Конечно, Иван Кузьмич. Скажите, а что с Алексеем и Владимиром? Закончим с формальностями, отпустим их домой. Полиция не имеет к ним претензий. Яков Платонович, не говорите ничего Алексею про беременность про эту. Очень прошу. Чай? Не поминай лихом. Не надо к тебе уезжать. Мать не простила и не простит. Простит. Простит, дом сожгла. Простит, дай ей время. Вот я и даю ей время. А ты? Ты прощаешь? Я тебе не судья. Давай. Жду во всякое время. Береги себя. Пошел. А Морель в Петербург так и не доехал. Бричку его нашли в полях на обочине дороги.
Но в ней Морель и 2 городовых мертвы. Господи, а кто же их? Подозреваю, кучера исчез бесследно. Ну, как странно. А, вот еще. Рябушинский написал статью студента, который пошел на убийство ради денег для своей больной сестры. Как он все это выведал? Не поленился, в Петербург съездил, но и замучил там всех своими расспросами. А я вот все время думаю, а если бы мне пришлось выбирать, как бы я поступила на месте студента? Не стоит задаваться такими вопросами, Анна Викторовна. А вы, Яков Платонович, пошли бы на преступление ради родного человека? Нет, я полицейский. Да вы только так говорите, чтобы от меня отделаться. Что с вами? Так, призраки. Игра воображения. И много их там? Да будет вам, Яков Платонович. Слишком вы впечатлительны, Анна Викторовна. А вы так умеете все просто и убедительно объяснить, дорогой Яков Платонович.